Палыча в нашем поселке знал каждый. Старик был лучшим пчеловодом в округе. Огромная пасека, которой он занимался вместе с женой, располагалась недалеко от села, в километрах 5 от него. Но прославился Иван Палыч совсем не поэтому, а тем, что еще 10-летним пацаном воевал в партизанском отряде. Именно в те времена Иван и познакомился со своей будущей супругой Оксаной. Молодая девчонка стала не только его верным боевым товарищем, но и лучшим другом. Уже после войны, через все ужасы, которые они прошли вместе, их дружба переросла в настоящую крепкую любовь. Как только молодые люди стали совершеннолетними, сыграли свадьбу. Иван и Оксана всю жизнь проработали в колхозе, где считались одними из лучших работников. Пчеловодством они увлеклись еще в 60-х, когда Палыч пробовал разводить пчел ради интереса, но со временем увлекся. Постепенно пасека разрослась до 20 ульев. И вот Палыч через несколько лет после выхода на пенсию купил небольшой хутор недалеко от нашей деревни. Хутор его стоял обособленно, на отшибе. Недалеко был лес, рядом простирался огромный цветущий луг. Что еще нужно, чтобы поставить несколько десятков ульев и завести собственную пасеку? Дети их уже давно выросли и разлетелись кто куда из родительского гнезда. Дела у Палыча с женой быстро пошли. Он еще в детстве своему отцу на пасеке помогал с пчелами управляться. И до сих пор все помнил. Вот решил на старости лет заняться любимым делом для души, да и лишняя копейка в доме тоже никогда не помешает. В конце 80-х мед Ивана Палыча покупали во всей округе, его продавали на базаре и по знакомым. Семейный бизнес приносил довольно неплохие деньги. И вот заметил как-то пасечник, что кто-то повадился на его пасеку разорять улья. Решил он, что надо вычислить разбойника и наказать. Так что придется в засаде какое-то время посидеть, сказал он жене. Ну, засада так засада. Палыч еще днем соорудил в укромном месте шалаш, перетащил туда все необходимое, и как только начало смеркаться, отправился дожидаться злодея. Первая ночь не дала никаких результатов. Так и просидел он в своем укрытии, никого не дождавшись, только замерз и не выспался. Вторую ночь он опять сидел в засаде. Под утро начало клонить в сон, как вдруг со стороны леса нарисовалось небольшое бурое пятно. Оно приближалось к пасеке. Значит, не зря он тут 2 ночи куковал. «Да это же медведь, только маленький медвежонок. А господи, только этого не хватало!» Подумал Палыч, ну надо же, нашел, где метком на халяву полакомиться можно. Пасечник пошумел немного и, услышав шум, медвежонок дал стрекача в лес. Надо что-то придумать. Он нам так всю пасеку разорит, а то еще и мамашу приведет, тогда совсем плохо будет. Этого нам только не хватает, жаловался Палыч жене. Долго советоваться не пришлось. Оксана предложила подкармливать медвежонка медом, может, он тогда и озорничать не будет. Стали они оставлять для медвежонка кусочки меда в сотах. Маленький сладкоежка приходил периодически полакомиться медком, но на пасеку больше не лез и ульев не разорял. Он долго вылизывал глиняную крынку из-под меда, кряхтел и громко чавкал. Вдоволь наевшись, он уходил в лес довольный и сытый. Мамаша его так и не появилась. Из этого факта семья сделала вывод, что матери у медвежонка нет, вот он и рыщет везде в поисках еды. Так и продолжалось какое-то время, пока не наступила осень, а за ней зима. Медвежонок перестал приходить за угощением, видимо, залег в берлогу, в спячку ушел. А весной к ним на пасеку пришел уже не медвежонок, а молодой медведь. Весна наступила рано, и в апреле медведь проснулся исхудавший, подросший и повзрослевший. Так появился у них Михаил Иванович, такое имя дали медведю. Оксана продолжала подкармливать Косолапова. Он быстро подрос и окреп на обильных харчах. Теперь он с завидным постоянством наведывался на пасеку за угощением и был ее своеобразным охранником. Супруги перестали бояться Косолапова. Вел он себя достойно, вполне по-дружески брал только то, что ему предназначалось, не разбойничал и не озорничал. Между людьми и зверем установились вполне дипломатичные отношения. А тут новая напасть.
Не стало страны, за которую они с Оксаной воевали. Наступили лихие времена. Пожилые, но сильные старики решили еще больше увеличить оборот своей продукции. На хуторе дополнительно установили несколько десятков ульев и наняли помощника. Но Оксана и Палыч доверились не тому человеку. Их новый работник оказался мошенником и решил навести на пенсионеров городских рэкетиров. И вскоре бандиты подъехали к хутору на 2 машинах. Иван встретил их по-доброму, решив, что они приехали купить мед. Но рэкетиры сразу заявили, что будут собирать со стариков деньги за небольшую сумму в месяц. Они обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Палыч пошутил, что кроме них он тут больше никого не видел. Но вымогатели обозначили, что выбора у пчеловодов нет: или платить, или попрощаться с пасекой, которую пообещали сжечь вместе с пчелами. Через 3 дня бандиты собирались вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперед. Супруги начали думать, что же делать. Оксана предложила обратиться в полицию, но Иван понимал, что там ничего не смогут сделать. Не будет же полиция целыми днями охранять их хутор, чтобы защитить от бандитов. Тем более, что устроить пожар можно было с легкостью, хватило бы пары литров бензина и одной маленькой спички. Палыч понял, что действовать придется самостоятельно. Не зря же они с женой партизанили во время войны. В доме был небольшой арсенал оружия. Палыч был заядлым охотником, а Оксана во время войны хорошим снайпером. Решили они, что сами смогут защитить себя и свое добро. Вымогатели приехали через 3 дня, как и собирались, вот только навстречу им так никто и не вышел. Старики засели на чердаке с охотничьим ружьем, откуда наблюдали за бандитами. Бандиты начали звать хозяев и требовать деньги, в противном случае пообещали забрать все, что им приглянется, а затем приехать еще раз, чтобы взыскать проценты за долг. Но им никто не ответил. Палыч уже держал на прицеле главаря банды. Тогда главарь велел остальным заходить внутрь. И тут помощь к старикам пришла неожиданно, откуда они совсем не ожидали. Не успели бандиты сделать и пару шагов по направлению к дому, как вдруг откуда-то из леса, ломая кусты и сучья, выскочил медведь, который был в бешенстве, выглядел еще более агрессивным, чем вся эта бандитская свора вместе взятая. Он бежал к хутору, круша на пути все кусты, молодые деревца и даже забор, который упал, не выдержав его яростного натиска. Влетев на всех парах во двор, медведь даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Потом он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показав свои огромные зубы. Куда только делась наглость из крутых амбалов. Михаил Иваныч, передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой массой двинулся на них. Медведь мотал головой, громко ревел и фыркал, обнажая свои яростные клыки. Бежать от медведя бесполезно, это знают все, только попробуй, покажи ему спину и все, тебе конец. От неожиданности и страха нарушители остолбенели. Михаил Иваныч налетел на главаря бандитов и сбил его с ног. Тот увидел у самого своего носа рычащую медвежью пасть, которая оскалилась, издавая громкие звуки и демонстрируя свои огромные желтые клыки. Слюна падала прямо на грудь незадачливому бандиту. Все остальные подельники главаря бросились в рассыпную, пока медведь был занят их предводителем. Следом с оружием из дома выскочили Палыч и Оксана. Они наставили на нерадивого грабителя оружие, а потом крепко его связали и заперли в сарае до прихода полиции. Медведь еще немного потоптался во дворе, взял немного кусочков фруктового сахара в подарок и скрылся во враге с чувством выполненного долга. Сегодня он спас от разграбления, уничтожения не только свои кормовые угодья, но и своих друзей, пасечников. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.